Зоны ценности, Аркадий Романович. Что же такое зона ценности? Потому что во всех практически тренингах, видео я говорю про то, что жду откат к ценности, или вот моя зона ценности, и больше, в принципе, никакой информации не даю. И сегодня мы расшифруем, расшифруем ценность. Расшифруем ценность. Что такое ценность? Ценность – это определенный уровень, определенная зона, к которой возвращается цена. Это может быть, например, EMA, скользящая средняя, это может быть какой-то уровень поддержки, сопротивления, это может быть, например, полосы Боллинджера или канал Кельтнера и так далее. То есть любые, скажем так, критерии, которые вы принимаете, которые вы тестировали в качестве зон ценности. Зона ценности – это линия, либо уровень, это может быть даже трендовая линия, например, да, вы взяли, так расчертили, и, соответственно, для вас это становится зоной ценности, то есть если цена ушла от трендовой, далеко от ценности, цена подошла к трендовой, близко к ценности, или, например, скользящая средняя, цена далеко от скользящей средней, она ушла от ценности, цена близко к скользящей средней, она у ценности. Угу. То есть критерии могут быть разные, и каждый трейдер по-своему их использует. Но фишка в том, что тут нужно найти закономерности. Я нашел самые надежные закономерности вокруг своих FIBDATS. FIBDATS это сейчас FIBDATS FD это точки волатильности. Точки волатильности, они, соответственно, белого цвета и черного. Вот они, видите, да, белые, вот они черные. Точки волатильности строятся на основе Фибоначчи и на основе волатильности, определенного параметра волатильности, который мы рассчитываем. Таким образом, если рынок бычий, то точки находятся под ценой, и они белые. Если тренд медвежий, точки находятся над ценой, и они черные. И это будет зона ценности. Если цена удалилась от моих точек, она далеко от ценности. Если цена вернулась к моим точкам, она близко к ценности. Таким образом мы получаем лучшие входы. Sell, 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 sell до тех пор, пока их не пробили, потом в обратную сторону buy, buy, buy. Понятно, мы не каждый раз покупаем вот здесь, покупаем здесь, продаем здесь. Нет, есть определенная рутина, которую мы используем, чтобы войти. То есть не каждая коррекция подходит. Но мы знаем, что на рынке есть абсолютно четкая закономерность возврата к ценности. Да? Соответственно, если рынок пробил, например, точки волатильности здесь, тренд-фильтр поменялся, первые откаты, и здесь. Это наиболее надежные точки до тех пор, пока не произошел слом тренда, и мы не пошли в обратную сторону. Таким образом, для меня зона ценности – это FIBDATS. Это самый объективный, удобный и учитывающий главный критерий рынка – это ATR, иначе говоря, волатильность. Волатильность. И это называется зона ценности. Я использую определенные настройки, которые тестировал и к которым пришел не сразу. Да, это, наверное, года 2-3 мне потребовалось, чтобы найти самые подходящие, самые оптимальные настройки для любого рынка, для любого таймфрейма. И, конечно, это встроено в мою систему. То есть, как отдельный инструмент, он бессмысленный. А использовать его в комбинации с тренд-фильтром, с TC Sell-Buy сигналом – это обязательно. Иначе в нем не будет никакого смысла. Поэтому, отвечая на вопрос, что такое зона ценности, это точки волатильности на основе Фибоначчи и на основе ATR, которые выступают в качестве зон коррекций в направлении тренда. То есть это зона buy на коррекции, зона buy, это зона sell, зона sell в направлении тренда, в данном случае тренд-фильтр красный. Также я использую TC свои сигналы, TC sell, если я нахожусь в бычьем тренде, TC buy, если в медвежьем, чтобы усилить точку входа, потому что когда, например, тренд восходящий, мы нарушаем TC sell. И если он сильный, это происходит довольно часто. И это мне говорит о том, что есть вероятность поймать большой тренд. Таким образом, первая коррекция после пробоя TC sell сигнала вверх, и после обновления тренд-фильтра, да, мы здесь видим красный, потом он стал зеленый, это повышает шансы на профит, и движение, как правило, более значительное. И мы можем это увидеть на любом графике, на любом инструменте, любом таймфрейме,
неважно. Понятно, что это наиболее эффективно, когда рынки не вот такие, да, бестрендовые, а когда есть некий моментум, некий тренд. Поэтому я сказал, что важен тренд-фильтр, да, важны TC-сигналы. Да, и вот здесь мы видим коррекции, 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 потом пробили опять коррекции и так далее, и так далее, и так далее. Я внес некие существенные изменения в 2022 году в правила рисования этих точек. В общем, если вам интересно, то супер, подключайтесь, используйте этот инструмент и ловите лучшие точки входа на коррекциях. Еще раз, коррекция к FIBDAX, коррекция FIBDAX. И что здесь еще привлекательного, то что очень короткие стопы. Да? Например, если мы, ну скажем, здесь на коррекции, здесь на коррекции продали, то стопы идут за этими уровнями. Не обязательно, чтобы они были прямо здесь, это не нужно. Мы обычно ставим определенное расстояние, тоже используя ETR, волатильность. Таким образом минимизируем ситуации, когда нас может шумом вынести, и цена пойдет в нашу сторону. Ну и, конечно, соотношения, они в среднем будут у вас 1 к 2, даже, я бы сказал, 1 к 3. Это стоп-лосс, это take-profit. И в некоторых случаях будет достигать 1 к 10, да, или даже больше. Стопа к тейку. Таким образом, это лучший способ входить на коррекциях. И у меня есть тренд-сканер TS, который как раз занимается тем, что находит нам ситуацию для торговли. Мы ждем коррекцию к FIBDAX и продаем либо покупаем. Таким образом, можем поймать большое движение. Сканеры под этим видео, точнее по ссылке под этим видео, изучайте и подключайтесь. Будем работать вместе.